На эту стену будут панели светящиеся. У нас есть тут два типа света. И я специально так сделал, чтобы вам показывать. Чтобы подрезку было не видно, мы ее в самый низ. Делают вот такой вот запил, чтобы сюда зашел клей. Очень сложная штука, но адски красиво. У нас уже почти все готово. Давайте покажу, как мы тут всю вот это вот сделали. Сидит вот тюлень какой-то у нас на диване. Нам наконец-то пришли светильники из центра света. Такой светильник, все разного размера, вот такой, такой. И мы сейчас все это будем вешать на потолок. Так как у нас сейчас стоят уже столы, нам придется их сейчас обмотать все. И только потом их монтировать. Поэтому погнали! Вон он, Центр Свет. А вообще Центр Свет — это, наверное, единственная российская компания, которая вот производит что-то для интерьера, и за нее не стыдно, они все делают классно. Мне бы вот еще такую же компанию, чтобы диваны производила, и было бы вообще... Сначала я хотел сделать вот такие вот, и когда увидел у них вот эти столы, сделаем себе просто на потолке. Но оказалось, что такую штуку сделать очень сложно на потолке, поэтому мы решили оставить вот такие треки, и все, без белой штуки. Погладил его, и он включается. Давай, оп, оп, оп. Центр Свет прям молодцы, вот прям красавцы. Все-то у них красиво. И это не голимый Китай, это, то есть у них производство, конечно, тоже. Блядь, что за реклама? Продался. Дизлайк, отписка. Чтобы немножко оправдать, значит, светильники, которые сверху будут, они по сути будут светить только на клавиатуру у людей, которые сидят, и плюс еще будут освещать вот эти всякие диваны. И чтобы стены у нас не простаивали, у нас будут, значит, здесь вот панели. Панели эти делают Volcraft. Вот здесь вот у нас будут рейки, а на эту стену будут панели светящиеся. Самое главное еще, когда мы фанерку укладываем, надо, чтобы расстояние было между ней, потому что это дерево, оно ходит, перепадов влажности, и поэтому надо небольшой зазорчик делать. Монтаж на самом деле очень простой. Сначала тремовский скотч приклеивается, вот он красненький, вот красненький. Потом клей, а потом пристреливают по краю вот таким вот пистолетом, ну, чтобы помощнее держало. А еще вы, наверное, заметили, что монтаж идет сверху, не снизу, потому что целые панельки сюда не влезают, они фиксированы размера 60 на 60. Внизу у нас будет подрезка небольшая, чтобы подрезку было не видно, мы ее в самый низ. В офисе мы решили сделать речки тоже, но чуть-чуть другие. Эта рейка больше, чем те, что мы покупали в обычном строительном магазине, и она другая. Это клееный дуб, с трех сторон они лакированные, более качественная рейка. Сосна, конечно, классная, она дешевая, но дуб намного лучше, его не ведет никуда, цвет у него намного красивее. Ребята из Volcraft делают вот такой вот запил. Это специальный запил, чтобы сюда зашел клей. Получится подушечка из клея, клей эластичный и дает, когда перепады влажности в помещении, дает этой рейке двигаться. С этой стороны мы на рейках делаем фаски, для того, чтобы вот на этих гранях свет отражался. Вот эта плоскость освещенная, да, и сразу тень. Так симпатичнее смотрится, когда на стене. Когда я показывал видео, как мы крепили рейки, вот здесь вот будет видео, я там показывал речки дешевые, они были 2 сантиметра. Мы ставили их 2 сантиметра через 2 сантиметра. Вот эта рейка, она 4 сантиметра, поставили через 2 сантиметра.
Фишка в том, что когда мы приклеили 2 сантиметра через 2 сантиметра, она немножко рябит. То есть чем дальше ты стоишь, тем должна быть больше рейка и больше расстояния. А вот эти вот панели приехали, это немного сложнее панели, прям адски сложнее. Вот смотрите, у них раскладка есть. Во-первых, они все разной формы, во-вторых, они разной толщины. Некоторые панельки будут светиться. Здесь вот у них по периметру светодиодная подсветочка встроена, и все, он в ту розетку подключится. С другой стороны у них обычный шпон дуба, и они шпанированы со всех сторон. Единственное, что вот эта сторона ничем не покрыта, ее не надо ничем покрывать, она будет к стене крепиться. Его клеят с двух сторон, чтобы не выгибало просто панелину. Если не приклеить, то будет выгибать. Вот даже если посмотреть на икейский стол. Они тоже сверху шпанированы, но снизу они тут приклеены, не знаю, это бумага или что-то дешевый какой-то материал, тоже клеят. Вот эти вот панели, это какой-то просто ад в проектировании и монтаже. Здесь для того, чтобы сделать разный уровень, вообще для того, чтобы сделать их разными такими, это все надо было на компьютере прорисовывать, потом на умном станке выпиливать это все. Вот видите, здесь вот пропилы, это для проводов подсветки. Еще и потом сверху вот здесь навешиваются следующие панели, которые уже будут светиться. Их приходится делать съемными, потому что у нас лента может перегореть. Здесь у нас стоит 2 трансформатора, и еще там будет стоять. И их тоже нужно будет как-то обслуживать, поэтому вот эта вся часть, она должна быть тоже съемная. Очень-очень сложная штука, но адски красивая. Вот эту стенку нам сделали ребята из Wallcraft. Если надо, кому ссылку на них оставлю в описании. А еще они нам сделали вот эту вот речную панель и вот ту панель, которая рядом с холодильником. Я специально дождался вечера, чтобы показать вам магию, которая появляется из-за вот этого вот всего нашего света. Давайте покажу, как это все работает. Если смотреть глобально, у нас есть тут 2 типа света. И я специально так сделал, чтобы вам показывать. Вот с этой стороны у нас на потолке вообще ничего не светится, а внизу все освещено. А вот с этой стороны на потолке что-то есть, и оно светится, и столы тоже освещены. Как это работает? А вот здесь стоят лампочки, которые светят вниз, но они посажены глубоко, и издалека мы их не видим, вот как сейчас. Но если подойти поближе, то уже их видно. Это достаточно яркие лампы, и они освещают все вокруг. Но проблема этих светильников в том, что они делают очень блеклым потолок. А вот на этой стороне как раз уже что-то есть. Поэтому вот такие светильники я советую разбавлять обычными, которые светятся. Но немножко, чтобы они не сильно били в глаза. А вообще у нас, пойдем, все сделано вот на таких вот треках. Это подвесные треки от центра света. Светильники, они просто вставляются вот сюда, в сам трек. Вот и все. И их можно перемещать, переставлять на другую сторону, добавлять. И еще один светильник. Трек этот, кстати, не очень дорогой, он стоит 2000 за метр. А светильники в него начинаются тоже от 2000 рублей за штуку. Это вполне себе там доступная вещь. Весь свет у нас здесь сделан так, чтобы не освещать все помещение, а освещать только предметы, которые нам нужно осветить. Вот у нас, например, есть стол. Всю поверхность стола нужно осветить. У нас есть стена с речками. Чтобы вы понимали, как это все работает, Серега, выключай свет. Когда мы выключили свет, все предметы стали блеклыми, неподсвеченными, их не видно, они невыразительные. А вот когда свет включаем, сразу становятся красивыми, выразительными, контрастными, очень классно смотрятся. А если нужно подсветить, например, какие-нибудь цветы, вот как здесь вот, да, у нас есть специальные направленные светильники. Он поворачивается в разные стороны, крутится. У него есть одна проблема, он очень яркий. Когда мы его куда-то направляем, само место подсвечено, но только мы встаем рядышком с этим местом, слепит просто адски. Поэтому у него есть вот такая вот сеточка. Она в комплект не входит, ее приходится докупать. Вот здесь 2 светильника я специально сделал вам посмотреть. У правого светильника стоит сеточка, а у левого светильника нет сеточки. Левый очень сильно слепит, а правый практически не слепит сбоку и нормально освещает то, что нам нужно осветить. Вся прелесть этого трека в том, что мы просто берем вот этот светильник, вставляем, и он стоит там, где нам нужно. Появился у нас новый цветок, мы поставили сверху светильник, направили на него свет,
и все. Конечно, можно все заранее рассчитать. Там поставить здесь свет, сколько люминов надо, там все. Но ты все равно не рассчитаешь все. Ты как-нибудь будешь ходить другими путями, там, обходить диван по-другому. Обходить диван будешь, и тебе будет светить в глаза светильник. Поэтому вот такая система, она попроще, особенно когда нет дизайнера и вообще ничего нельзя просчитать заранее. И на самом деле это не реклама какой-то одной системы. То есть можете купить любой трек, каждый производитель делает треки. Вот мы себе просто поставили центр света, это достаточно хорошие светильники и стоят в принципе недорого. Если надо кому, ссылку оставлю в описании. В следующем выпуске про это я уже расскажу про все. Это будет готовая картинка, я сделаю полный обзор. Как мы сделали стол, вот там мраморный, дорогущий. Что это за пол такой у нас? Все я расскажу. Осталось чуть-чуть у нас вот доделается. Буквально, я думаю, там за месяц мы доделаем все и будем уже жить в нормальном офисе. Ну все, всем пока.